Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые гости международного канала Алга Петербург. Меня зовут Саша Карельский, и сегодня мы в такой теплой, уютной обстановке обсудим интервью, которое состоялось на музыкальном канале Муз-ТВ. Для тех, кто не в курсе, это интервью двух человек – Димаша Кудайбергена и Армана Давлетярова, генерального директора данного канала. На мой взгляд, интервью получилось достаточно теплым, дружественным. Несмотря на то, что многие вопросы Армана вызывали у Димаша некую неловкость, все равно общее ощущение состояния, атмосфера этого интервью мне показалось достаточно дружелюбным. И Арману удалось дать раскрыться Димашу в этом интервью. Хотя это наверняка и неудивительно, так как два казаха общались на тему музыки. Я не буду в подробностях обсуждать данное интервью, а остановлюсь лишь на некоторых моментах, которые мне показались особенно важными и интересными для обсуждения в этом видео. Первая тема, которую хочу обсудить, это тема выбора и предназначения. Я почему-то всегда хотел петь на большой сцене. Будучи юным мальчиком, Димаш определил, что хочет связать свою жизнь с музыкой, и приняв внутри себя это решение, он не отступался от него ни на миг. Не знаю, как вы, а я часто замечал в интервью других известных личностей, которые как раз говорили о том, что с самого детства они чувствовали себя теми, кем они являются на сегодняшний день. Сколько себя помню, я никогда не думал о возможной другой карьере. И, наверное, в этом тоже есть определенный ключ к успеху, когда, будучи еще в самом детстве, чувствуя в себе потребность, желание реализоваться в какой-то сфере, очень важно не потерять это внутреннее чутье, это внутреннее видение и вот постараться пронести его через всю свою жизнь. Я очень рад, что у Димаша это получилось, и что музыка зацепила его именно с юных лет, потому что благодаря этому все свое свободное время он посвящал этому ремеслу. И тот результат, который мы видим на сегодняшний день, это как олимпийские чемпионы, которые начинают тренироваться с самого детства. Также в этом интервью был один очень интересный показательный момент, когда Димаш рассказал про первые заработанные им деньги. Это были первые $3, заработанные им в конкурсе, и он спешил отдать эти деньги своей бабушке, маме, Миу Апа. Я помню, что я сильно торопился отдать эту грамоту и 1000 тенге своей бабушке, чтобы она купила там себе что-то. И это тоже говорит о том, что человек с самого детства был настроен на то, чтобы отдавать, на то, чтобы все, что он имеет внутри себя, и не только внутри себя, этим делиться. И мы тоже видели примеры таких поступков, как деньги, когда ему давали родители на карманные расходы. Будучи в школе, он покупал пирожки, и все эти пирожки раздавал своим одноклассникам или ребятам, которые учились с ним в одной школе. Это тоже, я считаю, очень важный показательный момент в том, что Димаш, будучи на сцене, будучи творческим человеком, продолжает отдавать всего себя без остатка. Еще одна очень интересная вещь, которую мы узнали о том, что у Димаша все-таки есть определенный страх, и он связан, наверное, с его щепетильностью, его гиперответственностью. Не страх, потому что сейчас на плаву, и спустя годы меня могут забыть, не по этому поводу страх. Это также связано и с его перфекционизмом, о том, что он боится разочаровать своих поклонников, разочаровать своих родителей в том, что где-то он будет не дотягивать, где-то у него что-то будет не получаться. И это страх, который мотивирует его, продолжает двигаться вперед. Я боюсь того момента, когда родители разочаруются. Это очень страшно. И в то же время мы узнали о том, что он испытывает огромную подпитку от своих родителей. И он очень комфортно чувствует себя, находясь в их среде, находясь под опекой, находясь вот в этой любви и находясь в
в семейном тепле. Самое главное находиться рядом с родителями, рядом с родными, чувствовать уют, тепло. И я думаю, что такая подпитка мощная тоже находит отражение в том, что он делает, и то, как он делает. Потому что, окружив себя родными и близкими людьми, он находится в психологическом комфорте, он чувствует вот эту защиту, и, будучи сам сильным человеком, может транслировать свою уверенность во время выступлений, во время творческих процессов, которые он совершает. Вы знаете, что это интервью состоялось до такой глобальной эпидемии, когда закрыты были все перелеты, и гастрольный график Димаша оборвался. И, конечно, вот в этом интервью он рассказывает о том, что очень много времени он проводит в творческом процессе, постоянно работая над новыми песнями, над новыми музыкальными задачами. И вот та усталость, которую мы могли наблюдать во время концертов, конечно, ее скрыть очень сложно, но работая, да, такое большое количество времени и спя всего 4 часа, о чем рассказал Димаш Кудайберген, это, конечно, говорит о том, что артист трудится для нас буквально на износ. Это, с одной стороны, дает определенные результаты, а с другой стороны, конечно, я уверен, что многие сейчас диерс, особенно зрелые женщины, сейчас испытывают такое материнское чувство и хотят все его пожалеть. Спим 4 часа где-то, 5 часов. И потом обратно, как только просыпаемся, в студию с пацанами собираемся и колдуем там. И зато сейчас вот происходит самая настоящая компенсация, когда Димаш может вдоволь, мне кажется, успевать и отдыхать, и в то же время работать. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. И вот этот перерыв, мне кажется, он даст возможности Димашу восстановить силы и продолжить творческий путь дальше полным силы и энергии. Еще один интересный момент, что Димаш, насколько я понимаю, не спешит себя связывать какими-то контрактами, долгосрочными обязательствами. Он говорит о том, что да, у меня есть несколько продюсеров, с которыми он сотрудничает, но все происходит исключительно на творческом симбиозе, без каких-то жестких контрактов и ограничений, которые очень часто ущемляют права исполнителей, да, и когда компания либо продюсер в буквальном смысле выкачивает все силы и все соки из молодого артиста. У Димаша, слава богу, такого нет, и прежде всего сотрудничество с его композиторами и продюсерами происходит на взаимовыгодных условиях, прежде всего рассчитанных на творчество. В разных странах есть разные продюсеры, компании. У нас просто все чисто на дружбе, на доверии. Еще один очень важный, на мой взгляд, момент – это то, как артист сам видит свою миссию. Он много говорил о дружбе, об объединении и о невероятном счастье, которое он испытал, находясь на своем концерте Арнау в Нью-Йорке, когда зрители из 56 стран пели песню на казахском языке. Это был такой кайф. Вот об этом я мечтал с самого детства. И для них не было никаких преград, ни языковых барьеров, ни каких-то национальностей, а все было объединено общим духом, любовью и сплочением. Они обнимались, они дружили, улыбались друг другу, но при этом не зная языка. То есть действительно Димаш разговаривает со всеми нами на языке музыки, и он доказывает своим собственным творчеством о том, что это абсолютно универсальный язык, который способен не только проникать в душу каждого отдельного человека, но и объединять людей в буквальном и прямом смысле этого слова по всему миру. Что люди должны дружить друг с другом, и нету никаких границ. Очень интересный момент был в этом интервью также про деньги. Мы знаем, что артист не очень любит, а если быть точнее, совсем не любит говорить об этом вопросе. Я, в принципе, не люблю о деньгах говорить. Но благодаря этому интервью нам удалось узнать о том, что Димаш не знает, сколько стоит
хлеб в магазине, сколько стоит молоко в магазине, но зато он четко знает, сколько стоит необходимое оборудование для его творческих целей. Я не знаю, сколько стоит хлеб, зато я знаю, сколько стоит микрофон Neumann. Что говорит только об одном, что человек мыслит совершенно другими категориями. Его не заботят какие-то бытовые аспекты и какие-то финансовые вещи, которые действительно могут очень существенно и сильно отвлекать человека. Ведь все нагромождение вот этих физических вещей в нашу жизнь, оно не только упрощает нам жизнь, упрощает нам работу, но оно также нас в какой-то степени и связывает. И вот как раз Димаш, он абсолютно свободен от этих вещей. Вот. И это еще один из аспектов, мне кажется, которые помогают ему находиться на том высоком уровне, на котором он сейчас находится. Я говорю сейчас про творчество, которое не обременено бытовыми житейскими вещами. Для меня деньги это просто... Да ничего, в принципе. Также в этом интервью была затронута еще одна очень щепетильная тема для артиста. Это его статус. Я пока холостой. Главная новость, наверное, это та, что Димаш, сердце Димаша свободно, и миллионы поклонниц со всего мира продолжают и будут претендовать на сердце народного артиста мира. Сердце твое свободно. Да. Поклонницы могут рассчитывать. Да, рассчитывайте до конца. В любом случае, судя по его настрою, пока он в семейную жизнь не собирается, и его планы полностью нацелены на творчество и на развитие в сфере музыки. Я считаю это правильно, потому что пока есть силы, пока есть желание и пока есть возможность творить, и тем более у него это получается, и получается очень и очень хорошо, нужно все ресурсы сейчас посвятить именно этому. В этом интервью Димаш опять-таки умудрился продемонстрировать свое фантастическое чувство юмора, и на вопрос о том, кем себя видит Димаш в будущем, Гастролирующий старик. это говорит о том, что он относится к себе с большим чувством самоиронии. Это очень важно, чтобы в человеке это чувство было. Поющий, кричащий, пищащий такой старик. И это, с одной стороны, нас веселит, а с другой стороны, дает нам надежду, что у Димаша большие творческие планы, и он надеется выступать для нас долго, самоотверженно и со всей самоотдачей, которая свойственна этому человеку. Ну и, наконец, самое главное, что мы узнали из этого интервью, что Димаш чувствует себя абсолютно счастливым. Считаю, что я очень счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым делом. Находясь на своем месте, находясь в окружении тех людей, с которыми ему комфортно работать, и выступая для тех людей, ради которых хочет трудиться и жить, петь и волновать их души. И если вы заметите, то действительно семья Дирс — это одна из самых теплых семей, это одна из самых душевно богатых семей. Это люди, которые действительно для другого формата, другого порядка, люди, для которых очень важна душа и все, что связано с настоящими человеческими ценностями. Я очень рад, что таких людей в мире становится все больше и больше. Скорее всего, они и раньше были, просто Димаш их потихоньку открывает все больше и больше и подключает к единой общей сети под названием Димаш. Я всегда на своих концертах говорю, что все мои зрители — это члены моей семьи. Я желаю успехов, творческих успехов этому человеку. Пусть Димаш продолжает радовать нас творчеством, песнями, а мы, как люди, которые уже не могут жить в буквальном смысле без песен артиста, как без воздуха, будем наслаждаться этим творчеством и подпитывать и поддерживать все его стремления. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. С вами был Саша Карельский. До скорого. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.